Стоп, не переключайтесь, с вами действительно Анастасия Кривицкая, просто сегодня немного в новом амплуа. Как вам мой новый внешний вид? Решила немножко измениться. Но сегодня не об этом. Сегодня я хочу поделиться с вами своими правилами, не то чтобы правилами, наверное, лучше сказать своими приемами, которые помогают мне быстро, просто собрать стильный образ. И при этом каждый день выглядеть стильно, а не только по каким-то особенным случаям и праздникам. Я надеюсь, что такое видео будет для вас полезным, как всегда. Поэтому, если это так, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий под этим видео. Это помогает поддерживать мой канал и помогает его развивать. Заранее спасибо, а теперь давайте приступим. Первое правило мое супер простое и супер банальное, но очень необходимое. Это вкладываться в качественную базовую одежду. Здесь сразу скажу, что базовый гардероб для каждого разный. Для кого-то это пиджаки, юбки, брюки, а для кого-то спортивный или домашний костюм. То есть это те вещи, в которых вы ходите чаще всего. Вот сейчас можете поставить видео на паузу, подойти к шкафу и посмотреть, какие вещи лежат на главных ваших полках. Это те самые базовые вещи, в которых вы чаще всего ходите. Самая частая и глупая ошибка девушек – это покупать вещь на потом, по скидкам, потому что это модно, или может быть когда-то ее надену, пускай будет, потому что там какая-то огромная скидка на нее была. Зачем? Зачем тратить лишние деньги на эту вещь? Я вообще очень советую забыть о таком глупом совете из прошлого, как вещь на выход. Отложите лучше финансовую заначку на такой день, и если вам действительно будет нужна такая вещь на выход, вы пойдете и купите. Слава богу, мы живем в 21 веке, и можно заказать вещь в интернете, и ее завтра же вам привезут. Но не покупайте очередное трендовое платье, которое будет висеть у вас в шкафу, вы его не будете надевать, потому что будете думать, что это платье на какой-то особенный случай, который когда-то да будет в моей жизни. Вложитесь лучше в качественный спортивный костюм, в классные трендовые джинсы, в хорошие качественные кроссовки. Если вы, например, мама, и ваш образ жизни сейчас – это забота о ребенке и постоянные ежедневные прогулки. Или же вкладывайтесь в те вещи, которые будут служить вам годами. Те, которые вы реально носите постоянно и знаете, что эта вещь не один раз наденется. Я, например, так вкладываюсь в качественные пиджаки. Есть такое классное правило – цена одной носки. Эта стоимость вещи напрямую связана с количеством раз одевания. Простыми словами, есть у меня пиджак, который стоит, допустим, $200. Я его надела уже раз, наверное, 200 так точно. А есть боди, которые я купила буквально там за 500 гривен, то есть это где-то в районе $10-15, но я его надела всего лишь раз. И если посчитать, то, естественно, выгоднее получается этот пиджак, который я действительно ношу. Поэтому не забывайте об этом простом правиле, об этой простой формуле. Она вам действительно очень поможет составить грамотный базовый гардероб. Следующий прием – миксуйте разные стили. И это одно из главных правил современной моды. И это очень классно, потому что я, например, могу, казалось бы, нарядное платье надеть как на вечеринку, так и в обычную повседневную жизнь, на работу или даже за продуктами в нем выйти. Мода стала очень многогранной, универсальной и практичной. Но многие почему-то до сих пор боятся комбинировать разные стили в одном образе. Хотя это одно из главных правил современной и актуальной моды, и особенно это важно для женщин постарше, потому что, придерживаясь одного стиля в образе, можно, наоборот, очень сильно себя состарить. В современной моде важную роль играют яркие цвета. Это модно, стильно, это свежо. Но если вы предпочитаете более спокойные, нейтральные оттенки, или же, возможно, вы боитесь экспериментировать с цветами, не умеете до конца сочетать разные оттенки, самый простой прием – это добавлять яркие акценты в образ. Просто добавьте очередную любимую вещь, но в ярком цвете, как, например, сделала я. Я, вы знаете, очень люблю базовые оттенки, я вся такая всегда в спокойствии,
спокойных базовых цветах, но иногда нужно или хочется добавить чего-то яркого, интересного. Поэтому я добавляю в свои образы любимые вещи просто в ярких цветах, как, например, вот с этим пиджаком в цвете фукси. Я обожаю пиджаки и решила, почему бы не добавить еще такой вот яркий, чтобы иногда разбавлять свои повседневные образы. Или же я обожаю рубашки и добавила такую вот темно-синюю рубашку, которая тоже очень здорово освежает мои образы и вносит какую-то интересную, стильную, трендовую изюминку. Ну или как минимум, если вы, например, совсем не знаете, какие цвета вам идут, попробуйте добавить цветные носки, какой-то платок или, возможно, сумочку, или хотя бы начать с туфелек, с босоножек. Таким вот способом по чуть-чуть вы научитесь, во-первых, комбинировать цвета, во-вторых, поймете, какие цвета вам идут больше всего, и внесете эту самую трендовую свежую нотку в ваш повседневный гардероб. Следующий мой совет: миксуйте разные текстуры. Смешивание разных текстур и узоров материалов поможет создать более интересный и изысканный образ. Как, например, в этом образе. Я надела шерстяной пиджак, брюки из искусственной кожи и ботильоны из замши. Замшевые ботильоны добавляют еще один слой текстуры к наряду. Этот наряд идеальный пример того, как игра с текстурами и узорами может сделать ваш образ более привлекательным. И я также добавила кожаный тонкий ремень того же цвета. Вместе эти вещи создают шикарный и интересный наряд, который хочется рассматривать. Точно так же этот образ. Здесь черный пиджак, черные брюки, но из искусственной кожи, и поэтому смотрится более интересно, необычно, современно. Если бы здесь были классические брюки того же материала, что и пиджак, образ уже был бы немного скучноват и не такой современный, не такой интересный. Да, иногда нужно для каких-то случаев там одеваться строго по классике, но если вы можете немножко разгуляться и добавлять интересные акценты и тренды, то обязательно миксуйте материалы. Пятое мое золотое правило – это подбираем вещи только под свою фигуру, а иначе она будет неправильно на вас сидеть, вы себе не будете нравиться и, соответственно, вы не будете носить эту вещь. Пример. Год назад я купила себе вот это вот боди, качественное, классное, трендовое, действительно очень круто смотрится, но я не очень люблю свои худые руки. Я себя в таком боди очень дискомфортно чувствую. Уверена, что окружающие даже не обратят внимания или скорее обратят внимание на интересный крой самого боди. Но так как я себя дискомфортно чувствую, я его не надеваю. И вот как купила его год назад, так оно и до сих пор лежит. Можно, конечно, поверх накинуть жакет, но тогда смысл от этого боди. В моем гардеробе было очень много таких вещей, которые ты покупаешь, потому что это модно, трендово, а потом они по факту лежат в шкафу и занимают место. Мало того, что ты их не носишь, и это деньги на ветер, так они еще действительно занимают место в шкафу. Кажется, что у тебя будто много вещей есть, что надеть, а по факту нет. Поэтому я всегда говорю, прежде всего начинать построение своего собственного стиля с понимания своей фигуры, какой тип, какие нюансы, что нравится, что не нравится, что хочется скрыть, а что хочется подкорректировать. Это очень важно. Еще одно правило, которое я очень советую внедрить себе в гардероб, это правило 3 цветов. Выберите 3 основных цвета своего гардероба, которые легко будут комбинироваться между собой. Этот простой совет очень упростит вам жизнь. Когда 80% гардероба гармонично сочетаются между собой, всегда легко собрать наряд. У меня, например, это бежевый, коричневый, синий и, само собой, белый и черный. По сути, получается 5 цветов, но если вы только начинаете, то можно начать с черного, белого и добавить еще какой-то один цвет, а потом к тому цвету уже добавлять еще один. Таким образом вы построите себе очень крутой, грамотный и действительно универсальный гардероб. Последний совет сегодня, но не последний по назначению, как любят говорить американцы, last but not least, это украшения. Но здесь я хочу посоветовать найти вам именно свои украшения, которые своего рода станут вашей изюминкой. Например, у меня это цепочка с буковкой А, которую я никогда не снимаю. Это также часы, я обожаю часы, и недавно добавила сережки. Здесь тоже хочу дать пару советов. Почему? Потому что очень важно подобрать именно под себя украшения, чтобы серьги, возможно, подчеркивали глаза,
а цепочка балансировала форму лица. Все это кажется мелочью, но именно эти моменты помогают усовершенствовать наш стиль и, возможно, где-то подкорректировать нужные места в нашей внешности. Возможно, у вас круглое лицо, и вы бы хотели это немножко подкорректировать. Добавьте четкие черты, например, купите удлиненные серьги. У меня, например, наоборот, лицо слишком вытянутое, поэтому у меня серьги более такой округлой формы, чтобы сбалансировать это вытянутое лицо. Но мне хотелось, чтобы они ярко выделялись и подчеркивали глаза, поэтому я выбрала вот такой вот черный камень. Обратите внимание также на цепочку. Она короткая, так как снова-таки лицо вытянутое и шея достаточно длинная. Плюс мне хотелось, чтобы ее всегда было видно, потому что когда она слишком длинная, она прячется в одежде и, соответственно, смысл тогда пропадает. Если лицо круглое и шея короткая, лучше чуток длиннее брать цепочку, чтобы она создавала такую V-образность. И кулон по тому же принципу стоит подбирать, чтобы он немножко как бы вытягивался, и тем самым он будет вытягивать ваше лицо. Я себе хотела буковку, потому что это мое имя, а мое имя это название моего канала, и тем самым я как бы хотела подчеркнуть название своего канала. Вы можете найти для себя какие-то моменты, которые бы хотелось отобразить в вашей внешности, в вашем характере, что-то, что станет для вас символом. Часы. Я не люблю браслеты, возможно, может, не подобрала еще для себя какой-то идеальный, но очень люблю часы. И решила добавить такие, чтобы служили мне и как украшение в образе. Потому что, к примеру, смарт-часы это скорее о практичности, это скорее о комфорте, но никак не о моде и стиле. Хотя можно подобрать тоже классные интересные ремешки. Да, ладно, тогда вычеркиваем этот совет. Таким вот способом найдите для себя самые подходящие украшения, которые будут передавать ваш характер, ваш стиль, ваше настроение, возможно, какие-то другие нюансы, которые бы вам хотелось подчеркнуть. И желательно приобрести качественные украшения, которые всегда будут с вами, потому что, например, этот кулон я практически не снимаю, и он прекрасно выглядит как и с купальником, так и со свитером, или вот с боди. Ну и главный совет: не переборщите с украшениями, все должно быть в меру. Если это касается вашего базового стиля, я не говорю сейчас о каких-то особых нарядах для особых случаев. В целом в этом видео были советы по созданию именно вашего стиля, базового, повседневного, чтобы вы каждый день себя чувствовали красиво, а не о нарядах на какие-то определенные случаи, мероприятия и так далее, не о нарядах в Инстаграм, потому что в Инстаграме сейчас такая тенденция: чем ярче, интереснее, креативнее, тем больше охват. Здесь мы создаем с вами именно повседневный, стильный, действительно ваш уникальный стиль. На этом на сегодня все. Я очень надеюсь, что мои советы были для вас полезны. Буду благодарна за поддержку моего канала, лайк, комментарий под этим видео. Если вы вдруг еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте, чтобы не пропускать новые интересные видео. А я сегодня говорю вам до скорых встреч. С вами была Анастасия Кривицкая. Пока-пока.